На початку новинного блоку я завжди пояснюю за назву стріму, а название стрима звучит как «Восстание машин». Федоров и «Суки!». Ну, давайте, короче, сразу поясню, наверное, за название. Ну, понятно, что «Восстание машин Федоров» это нас отсылает к основной, мне кажется, самой главной новости украинской политики. Это с таким, ебать, жестким публичным бросанием перчатки президенту со стороны снятого министра обороны, его бывшего сподвижника Федорова, да. А почему восстание машин? Потому что нейрослоповое видео написал. Я говорил уже много раз, что все это дело даже, ну вот это, конечно, это был прям нейрохрюк. Но дело в том, что даже его живые интервью, где он вживую общается с людьми, он там, блядь, говорит как нейрослоп. То есть он говорит нейрослоповыми противопоставлениями, нейрослоповыми ложными акцентами, типа «и головне», там, не всратись. И типа нейросеть, она всегда вот это «и головне» хуйню какую-то, типа, выбирает, на что поставить акцент. Он так говорит и в реальной жизни. То есть это первый, еще, ну, мало того, что такой высокопоставленный и влиятельный, потенциально, да, недооцененно в Украине. Я всегда говорил, что это с огромным потенциалом человечек. Сейчас, конечно, все подвисло на грани, но, блядь, там, до этого это пиздец, люди недооценивают эту фигуру и всегда недооценивали. Так вот, да, очень влиятельный человек, первый на моей памяти на таком уровне, у которого мозг стал тупо нейрослоповым. И мне понравилась шутка, кто-то написал, что, возможно, ему его кентафурик Илон Маск по-братски вживил нейролинка. И теперь из-за этого он там как скипнет рекламу, начинает, короче, продвигать нейрослоповые мысли. Ну, это, короче, первая часть названия, к чему отводит. А вот эта я выбачаюсь. А вот эта матерная сука, да, это меня очень улыбнуло это видео, короче, где стоят школьники и слушают на какой-то колонке засідання Верховної Ради по голосуванню кандидатури міністра оборони, да, назначення Хмари. І там от это ти, ти, 312, рішення прийнято. И какие-то школьники кричат «Суки!» и встают, начинают кричать «Ганьба». Не знаю, почему-то мне так с этого смешно, пизда. Ну, меня прям убило. Ну, короче, это то, что, типа, вторая часть названия. Но если по порядку, то да, возвращаясь к основной новости, чё, как это было, да. Вчера вечером Федоров, наверное, да, нужно очертить ту временную рамку, что голосовать за министра обороны, тот ключевой вопрос, который интересовал общественность, да, вокруг весь сыр-бор, вокруг которого это кадровое назначение министра обороны, его голосовать должны сегодня утром. И понятно, что этот вопрос решается, ну, понятно, что постоянно, вплоть до момента голосования, но думаю, что предварительно он решается заранее. То есть нужно понимать, что если они хотели всем этим повлиять, всем этим, это мы еще Форест Гамп вспомним, да, сегодняшний прямо, операцию НАБУ, да, то поздно очень они это начали, то есть нужно было заранее, потому что они не дали народным депутатам время подумать, обкашлять в кафешке, там, ебал баран, как бы посидеть немного, айкос покурить, подумать над тем, как, блядь, бы так хитрее жопу продать, чтобы это было без последствий. Они им просто не дали времени подумать, поэтому мне кажется, что они не рассчитывали серьезно на это повлиять. Мне кажется, что скорее это их стратегия на случай, если они проиграют. И вчера они поняли, что они не прожмут не назначение министра обороны, что парламент разложить не выходит. Потому что очевидно, что и Давид Арахамия знал, что там будет выходить это расследование набушное. Знал, думаю, за какое-то время, и вчера уже точно знал. Ну, в общем, это мое видение того, насколько эта акция скооперирована с тем, чтобы повлиять на парламент, помешать назначению министра обороны и как-то подумать над какой-то другой кандидатурой. Тем не менее, давайте по порядку, какой это имело форму, да. Федоров, короче, накануне назначения этого министра обороны, то есть буквально в вечер перед тем, как его назначат, значит, разорвал тишину, да, такую свою, разорвал тишину вот этим мощным нейрослоповым видео. Ну, во-первых, что первое, он появляется в кадре, в вот этом новом грантососном, вот этом типичном классическом кадре, как и «Украинская правда», где вся комната темная и неосвещенная, и сидит один он, освещен только он на фоне темноты, как бы вот за столом. Какое-то, поняли, такое что-то оккультное в этом есть нездоровое, да. И так и украинское, что-то масонский вот такой вот это настроение. Может, они себя реально считают. Ну, понятно, что просто у них такой стиль, и они только так умеют делать. Но все равно этого вот такое есть настроение какое-то масонское, какой-то странной, стрёмной тайной ложи, где они параллельно обсуждают, как они раком поставят украинскую державу, ее залышки, да.
И он в этом вот стиле появился. И вот эта любимая их мода уже в смысле одежды на вот эту, написал человек, коцовейку, да, на вот эту гимнастерку, блядь, почему-то. Нахуй они одевают эту полпотовскую одежду, я не могу понять. Нахуя им эти френчи? Нахуй это делается просто? Откуда эта мода на эти френчи? Я понимаю, когда их одевает Дмитрий Медведев, да, там, потому что понятно, что они четко рефлексируют и понимают ту там тоталитарную эпоху Советского Союза, они от нее прутся нихуево, там, от Берии, от вот этой всей хуйни партийной, да, там, в круге первом, что-то такого уровня. Эти люди, они просто тупые даже для этого. Понятно, что Федоров этого всего не знает и с этим никак себя там не соотносит. Нахуя они все так одеваются, как какие-то в большой партийной кепке Сталин принимает, блядь, парад? Нахуя они так одеваются? Для меня это большая загадка. Но что-то у них у всех такой корпоративный стиль. Я просто думаю, что бы там меня могло заставить так одеться, будь я чиновником хоть каким-нибудь или потенциальным политиком. Что бы я не сидел в рубашке? Непонятно, нахуя они так одеваются, что это за такой дресс-код и на кого он рассчитан, то есть какой культурный посыл они этим пытаются дать. То ли это связано с этой модой, которую мы обсуждали на рабочую одежду, на карго-штаны Кархат, блядь, и прочий кал нахуй для бомжей безвкусный. Непонятно. Ну, в общем, да. Вот это типа то, чем нас встретили, а потом дальше началось. Во-первых, наверное, нужно сказать, что все это происходит на фоне дабстепа, как Демки Мувики, видимо, он перевез каких-то своих людей из Министерства обороны, которые снимали видео про дроны, блядь, или что такое. Почему-то он это все рассказывает, это сильно разрушает драматизм, мне кажется, видео. Видео, кстати, не очень популярное, как мне показалось, потому что охуенно растянутое. Надо было сказать: нейросеть, перепиши, пожалуйста, в 2 раза короче эту же хуйню, потому что там смысла бы от этого не потерялось, как мне кажется. Ну, то есть, понятно, там ты говоришь: я хочу выборов, и при этом надо как-то, чтобы это было не болезненно. Типа, я хочу выборов и оправдываюсь почему. Я хочу выборов и оправдываюсь почему. И так несколько раз. Я думаю, похуй, можно было сократить просто, чтобы это услышали. Бо люди сейчас совсем в другом настроении, им, думаю, аргументы рациональные не нужны. К тому же понятно, что решат все нерациональные аргументы, а другие нахуй совсем вещи. Совсем другие вещи. Кто сколько бабок вкинет, блядь, и ресурсов, и таланта в информационную борьбу и представление этого в медиа потом. Ты сам можешь вообще просто взять, блядь, пукнуть в микрофон, например. В общем, короче, да, и вот на фоне дабстепа он просто, Федоров, начинает заливать прям полностью нейросетевой текст, написанный на самой дешевой версии чата GPT, самой бесплатной. Ну, понятно, что там классические вот эти противопоставления друг другу. Це вже не це вже це. Ладно бы он так вживую говорил, он так и говорит вживую. Так видно, що він читає. Це вже не це, а це, і головне, це вже не це, а це, і головне, і, короче, ну, а головне это какая-то хуйня ненужная, короче. И головне, и, короче, вот такой хуйне, из нее даже сложно смысл уловить, потому что нейросеть, она, ну как-то не держит один общий смысл, там всегда какой-то бред. Но все сводится к тому, що влада робить погано, а надо робить хорошо. Зараз у них там кадровая неспособность, притом претензия, которую он озвучивает, що влада не може призначити міністра оборони. Влада, бля, охуенно призначила министра обороны. Может, они были как-то, блядь, дезинформированы и не знали, что парламент призначит министра обороны. То надо было дождаться, блядь, голосования, а потом говорить. Ну, короче, я не пойму сразу вот эту первую претензию, что влада вже не може призначати. Влада охуенно призначила. Як только вы мешаете, ебете мозг, да? Короче, там кадровый, блядь, паралич, что, оказывается, тыск есть, да, ну там все, короче, все плохо, много воруют, підприємці платят большие податки, а вместо захиста и, блядь, там, дружбы жвачки получают мусорской беспредел, беспредел силовиков. Ну, короче, такой обычный, блядь, набор типа делайте хорошо, не делайте плохо. Влада проворовалась, блядь, никто нихуя не может. Бизнес, блядь, кошмарят, короче. Словили правоохоронцев одним словом. В общем, вот такой довольно, блядь, жидковатый текст. Мне я просто немного не понял того, что, ну, типа, идея сама понятна. Замах очень мощный, замах на рубль определенно. Но даже сам этот замах, если в него всматриваться, что такое? Ты столько копил ману, да, сидел. И на что ты ее тратишь, блядь? Ну, типа, надо было как-то, не знаю, более драматично и серьезнее подойти. Я пытался раздумывать над этим, и одна конспирология приходит, ну, кроме еще одной, что ему Илон Маск по-братски вживил нейролинк, это то, что, блядь, возможно, это связано с секретностью. Ну, такая есть у меня мысль, да, что он это сам попросил свою мобилку написать, да, буквально перед этим записыванием этого ролика чуть ли не у себя дома.
Для того, чтобы никто об этом не знал, да, чтобы никто нигде не было никакой утечки, то есть что это связано с секретностью. Но эта секретность пошла сильно во вред, блядь, как бы всему предприятию, потому что текст получился хуёвый, не трогающий никакой, очень нейрослопный. И, ну ладно бы нейрослопный, люди хавают его спокойно, нейрослоп. Самое страшное, что он получился слабым, мне кажется, да. Потому что, ну, какая идея максимум может быть у этого, да? Понятно, что основная борьба проходит по другой линии, по линии силовых структур на данный момент антикоррупционного бюро. Ну, вот там, блядь, реальный бой, хуй с губой. И по линии, видимо, западных партнеров, по всей видимости. А какое максимальное достижение его спича? Ну, если не выйдет прямо оказать влияние на политические элиты, на парламент. Если такой расчет был. Ну, повлиять хотя бы на митингующих. То надо было в сердца школьников стучать, ну, типа, хорошим словом, а не хуйней. Честно говоря, это самое интересное из этого как бы спича, его последствия. Это ни на что нахуй не влияет, но это очень интересно. Выйдет ли так отдебилить школьников, чтобы они в эту хуйню поверили? И вчера еще, ну понятно, что они беспредельно там тупорылые, все эти бабье бесконечное, все эти люди, которые кричат суки и все такое, что они, ну типа там прям беспредельно тупые, потому что они ничего никогда не делали, они работают дизайнерами УИ, УАХ в какой-то ненужной нахуй агенции. Э, Понятно, что эти люди там не до конца даже понимают какую-то прямую причинно-следственную связь с тем, что они когда-то там спокойно, а кто-то и поддерживая, да, поддерживали власть в ее репрессивных решениях, направленную против народных депутатов, которых выбирал народ Украины, да, и интересы которого они в парламенте должны представлять, они поддерживали расправу над ними, потому что те хотели чего-то похожего и говорили что-то похожее, их сразу затыкали, что выборы сейчас невозможны, и приводили пакет рациональных причин, почему выборы это плохо. Выйдет ли их так отдебилить, чтобы они сейчас сказали: да ну очевидно, что выборы нужны. Это самое очевидно. Ну посмотрите, мы же сосем, мы нещадно сосем. Уже нельзя ничего купить в магазине. И назначают хуйню каких-то советских дедов, и президент заворовался, и проворовался, и вообще... Ну, сотрудники сопрезидента говорят, что надо коррупцию оседлать, а с ней не бороться. Ебать копать. Как мы, ну, в принципе, теперь самое очевидно, что выборы нужны. О чем я говорю, учитывая, что эти люди спокойно просто взяли и разложили армию, вообще даже там не думая ни секунды. Тьфу, пускай армейские видные... Кто вообще это допустил, что существуют медийные військові? Это ж, блядь, пиздец сам из себя, это уже страшный прецедент. Пускай медийные військові пишут, что они против отставки Федорова, все окей, никаких, блядь, проблем. Ну, короче, по сути, да, помню, как где-то в году, в конце 22 года я говорил, что, блядь, вот страшно, что политическая борьба, ее, ну, сложно очень остановить. В нашем случае она там не демократичная, выборов нет, но она все равно существует. И это очень опасная угроза, потому что она разложит все общественное настроение, она разложит и армию, в конце концов, разложит полностью государство. И это то, чему им нужно, типа, основа, чему им нужно сопротивляться и чего им нужно бояться. Но, очевидно, когда-то настанет тот день, когда мы услышим и критику мобилизации, и все такое. Все это в рамках, конечно, политической борьбы. И будто бы этот день, вот он прям вот скоро настанет, уже очевидно. Кто бы мог подумать, да, ну, то есть мы могли подумать, но представить было сложно, что кто-то из там топ-людей украинской державы, політичного ее какого-то истеблишмента выйдет и скажет, что, блядь, надо выборы проводить. Похуй, что сейчас мы в худшем положении, чем когда-либо, наверное, были, да, в плане разъеба. Ну, то есть ебашат каждый день насквозь, даже нет никаких ракет-перехватчиков, о них даже речи уже не идет. Что прямо сейчас надо встать, вынуть да положить выборы. Притом еще непонятно, ну, там, они опять-таки умные люди должны знать. Ну, они как умные люди знают, что это ни на что не влияет, но все равно должны знать, что вони там юридично захищені. Президент там и спрашивал, по-моему, и КСУ, и еще что-то, что выборы проводить не надо. Там парламентские выборы остановлены Конституцией, президентские двумя законами какими-то, типа законом про военный стан, который сам президент нахуй написал, но да, парламент одобрил и одобряет регулярно. И еще каким-то, блядь, там законом, не знаю каким. Я, в общем, к чему, что да, да. Это, и вот это такое следствие разворачивающее, очевидно, то, что такое стало возможным, это следствие разворачивающейся политической борьбы, которую президент недооценил. Я помню также, как в более позднее время говорил, что эта политика авторитарного стиля Андрея Борисовича Ермака, то, что он так беспощаден к своим врагам, она, как и
понятный такой механизм авторитарный имеет очень серьезные последствия. Он обозляет против себя огромное количество людей своей жестокостью. Я считаю, что принцип этот очень хорош, и его стоит придерживаться для общего блага, да. Не сади, не садим будешь в рамках политических элит. Это, помню, мы обсуждали на моменте посадок, и разбирательств, там судили, много разные сессии были. Коломойского, да, который, очевидно, проспонсировал кампанию, в том числе президента Зеленского, и Зеленский так его кинул и распял нахуй в ноль. Я говорил о том, что вот эта показательная такая вычурная жестокость, она явно говорит о недалекости нашей власти, что они туповатые, да, они не понимают, что это чрезмерные методы борьбы. Ну, я и много эти аргументы привел, что и с коррупцией бороться в нашем случае бессмысленно посадками людей, это все политические расправы. Есть только один инструмент борьбы с коррупцией, это демократия нормальная, которая меряется в удачных электоральных циклах, удачных свободных, спокойных выборах, да, без, типа, законной передачей власти, без Майданов, без хуйни, без третьих туров, блядь, и еще каких-то чудес украинской демократии и ее традиций. И вот, я говорил, что такой жестокий стиль однозначно доведет их до ручки. Почему? Потому что вы, если берете курс на строительство авторитаризма, то нужно строить авторитаризм. А если вы нихуя наценеспособнее, они не способны, потому что они нищие, страна нищая, они полностью зависят от западных партнеров, которые их спонсируют. Они позвонят и скажут, давайте-ка, блядь, заканчивайте. И им пришлось закончить. То если вы на это не способны, то очевидно, да, как очень простой и понятный феномен любой любой демократизации, любой гласности, да, то есть любого открута гаек, это то, что ты делаешь полоборота назад, и все, блядь, тебе пизда, да, то есть все обиженные, все, кого вы как-то ущемили, они ущемили всех и раком поставили всех, и обилетили всех, кого можно и кого нельзя, они все потянутся к вам мстить и восстанавливать свои позиции. И зная вашу жестокость, они вас уже там не простят никак. И это то, что мы, блядь, очевидно наблюдаем. Именно консолидацию, и то, что, может, они не едины, не общие у них там интересы у всех оппонентов власти, но они все оппоненты власти, они знают, какой страшной она может быть, да. И что то было страшно и недопустимо, тот момент там зенита Ермака. Ну, в общем, вот они и имеют. В этом смысле очень он тупо поступил. Очень тупо поступил президент Зеленский, что снял Ермака. Ебать, он, конечно, дурак. С этого начались все его нахуй проблемы, да, такие, причем вроде бы легко просчитываемые. Ну, понятно, что множество факторов давило на него при принятии этого решения. Возвращаясь к вопросу выборов, я всегда был и остаюсь вроде рациональным, понятным противником выборов. Ну, во-первых, это происходит во время войны, да. Во-первых, это происходит от того, что моя оценка демократии, потому что люди требуют выборов не для того, чтобы, хотя Федоров об этом говорит, кстати, не для того, чтобы поддержать саму демократию, да, что сменяемость, ротация это хорошо, и это единственный смысл, по-моему, вообще, да, демократии, единственный ее плюс, что там будет политическая борьба и будет ротация. Он говорит это не для этого, да, в смысле, они требуют в основном не для этого и не этого, они требуют конкретной смены на конкретных людей, да, то есть у них есть желание, у них есть как бы видение этого так, что сейчас человек не тот, придет тот, что-то будет по-другому. Я в этом сильно сомневаюсь, потому что так никогда не бывает, потому что, ну, тут вопрос простой, земной, ограниченности ресурсов, которыми они оперируют. Их нет и негде взять. И если мы это понимаем, то тогда мы давайте рассмотрим минусы, которые несут за собой выборы. А выборы, очевидно, несут за собой огромный пакет рисков всех, которые они наводили. Все они, правда, выборы, они поляризируют общество, да, они его расслаивают. Выборы, они еще даже, блядь, не начались. И с Украиной уже происходит, с ее общественными настроениями. То есть политики транслируют в общественное настроение такие вещи, довольно разрушительные для ее целостности в смысле ведения войны. И это еще, блядь, никаких выборов даже нет на горизонте, да, никакого решения о них. Когда начнутся выборы, однозначно борьба будет не на жизнь, а на смерть, как и всегда, как и в любых, блядь, почти условиях. А она будет подразумевать, что критики подвергнутся и без того нахуй непопулярные вещи, да, и после просто этих выборов страна, и без того разъебанная в плане общественных настроений, выйдет просто раздавленной полностью, потому что все говно полезет наружу. Всех за все будут критиковать, в том числе и за мобилизацию, и ну, за все, за воровство на армии, на энергетике. Не останется верующих больше вообще ни во что. Встает вопрос тогда, нахуй они нужны, да? Очевидно, нужны не выборы, а надо сдаваться, да?
То тогда, может, ну, если так вам важны выборы и борьба за власть, а Дохлотрон уже третье место там занимает, то, может, пусть тогда, не знаю, президент поедет, сдастся, и уже без армии будем сидеть друг друга выбирать, что, в принципе, как обычно у нас и было. Ну, не знаю. Ну, наверно, президенту Зеленскому надо было сразу ехать сдаваться. Может, Путин бы все простил и отправил бы еще там 3 чемодана денег на поддержание, диктатуры президента З. А может бы, вот личных оскорблений уже не простил бы. Это просто на тему того, как западные партнеры возят Зеленского, его Владу, как его они не по-доброму прокинули с этим Национальным антикоррупционным бюро. И ладно, давайте просто по порядку будем идти, потому что я распылился на выборы. Да, следующее, ну не то, что как, ну неожиданно и приятно, да. Сегодня утром, по сути, уже когда понятно было, да, мы об этом не знали, но, наверное, люди вовлеченные, да, люди, связанные с парламентом, в общем, информация об этом определенно где-то уже была, как будут голосовать, собрали или не собрали они голоса. И да, сегодня утром вышло расследование Национального антикоррупционного бюро с таким названием, как Форест Гамп. А связано оно с тем, что пленки эти начинаются, да, так смонтировано, начинаются с того, что они, обсуждая министра энергетики, который проворовался, говорят о том, что ну мы его спасаем как рядового Райана. Вот, и поскольку как рядового Райана, то он будет Форест Гамп. Сложно здесь найти логику, но мне кажется, она есть, потому что это же вроде бы один и тот же актер, да, играл. Тут Том Хенкс или хуй его знает, да. Ну, в общем, вот так поэтично пленки посвящены. Что свежего из этих пленок, да? Ну, во-первых, это, мне кажется, самым важным, потому что все-таки парламент и удар по парламенту, мне кажется, он имеет смысл просто. Он один теперь имеет смысл, потому что офис президента, с ним и так все понятно. Ну, можно вычленять оттуда людей долго и мучительно, но какой-то эффект будет давать, если, ну, то есть понятно, что, наверное, казну в каком-то смысле офиса они наебнули нормально вместе с Ермаком и его еврейскими вот этими мафией, да, всей, то непонятно, что там дальше копать, да, вычленять по одному всех смотрящих. Понятно, что парламент было бы мощно разложить, да, для этого, наверное, самая удачная подходящая фигура Давид Арахамия, глава фракции «Слуга урода», который довольно мастерски, давно и профессионально умеет собирать там голоса. Так вот, да, и мне кажется, что в этом самое ценное, что там этот Давид всплывает. Да, в пленках вот этих новых, это важная переменная, всплывает Давид. Ну а так в основном в пленках фигурируют старые люди из расследований Биуса, воры из бывшего ОПЗЖ, а сейчас находящиеся, ну, профессиональные воры типа бизнесмены, сейчас находящиеся под рабской, полностью в рабской зависимости у офиса президента, да, и голосующие вместе всегда синхронно с фракцией «Слуга урода», это бывшие люди из ОПЗЖ, да, Микитась и Столар, там застройщики. Кроме них, да, там основной спич все вещает человек, Жинка из офиса президента. Вот не так часто она упоминалась раньше, но что-то чем ближе к этому дню, тем чаще и чаще. Жінка з гарною фамілією Мудра. Мудро. И она там мудро рассказывала. В общем, все пленки, они обсуждают то, как через национализированный Альфа-банк, который сейчас Сенсбанк, они будут проводить бабки для залога, собственно, этому бывшему министру энергетики, да, на которого взяло Национальное антикоррупционное бюро под стражу. И в итоге же они там заплатили. Мне, кстати, интересна юридическая составляющая этого вопроса. Отменят ли теперь этот залог, зная, что они его нечестно, вообще непонятно откуда взяли эти бабки, так еще и нечестно завели, да, там, используя Национальный банк Украины, ну, то есть приостанавливая финмониторинг на какой-то момент. Ну, в общем, вот это все. Будет ли отменен теперь этот залог судом и что будет вообще с этим эпизодом, мне интересно. Ну, в общем, да, и все это в совокупности я рассматриваю так, что вряд ли у них был, как мне кажется, просто в силу тайминга, вряд ли у них был расчет на то, что этим всеми актами и выступлением Федорова, и собственно, вот этим новой волной атаки Национального антикоррупционного бюро на политическую силу президента, вряд ли у них был расчет повлиять на голосование в парламенте, потому что просто по таймингам это очень поздно. И, как я уже сказал, парламентариям нужно приехать в какой-то ресторан в Киеве, подудеть айкос и подумать над тем, как торгануть очком правильно, чтобы это не имело последствий. Им такого времени не дали, это критично.
Я думаю, так это рассматривать не стоит. Ну, либо же они как-то были дезинформированы на тему голосования. Может так, да. Потому что, ну, может, не зря Федоров упоминает о том, що влада не може призначити міністра. Це шок, в воюючій країні нема міністра оборони. При тому, що його завтра типа, парламент вроде как должен назначить. Ну, в общем, да, понятно, что само голосование говорит о том, что на данный момент они консолидировались неплохо, в смысле президентская сила. Они довольно рекордно по голосам проголосовали. Обычно они меньше голосов дают. Давид Арахамия написал героический пост, который начинается в Телеграме, который начинается с того, что типа прерогатива президента исключительная подавать министра обороны, ну, намекая на то, что ни на кого у поводу они идти не будут, да. И это интересно, учитывая, что у них были натянутые всегда отношения. И сейчас ситуативно видно, что они понимают, что это вопрос их жизни и смерти происходит на данный момент. Ну, насколько я видел, то вот эту Думу сегодня писали, что э, мудрая, не Дума, путаю их постоянно, но видно, что как у них там класс корабельные сосны. Мудрая, да, что Дума то другое совсем, то совсем с другого лагеря. Да, что мудрую эту вроде бы уже поймала Набу. Но в целом я видел, что президент подписал ее отставку из офиса президента, что тоже многое говорит о вообще возможностях и желаниях офиса президента защищать своих гавриков. Ну, понятно, что там видно, нам показывают часть пленок, понятно, что там, видимо, ситуация патовая, незащищаемая. Ну, в общем, вот такое положение дел. Так вот, да, я не думаю, что это было с целью повлиять на голосование. Понятно, что они ориентируются на что-то более дальнее. И вот эта идея про выборы, она, конечно, порождает конспирологию. Насколько вообще они способны и кто этим будет заниматься, да, потому что на данный момент, ну, мне кажется, что в медийном пространстве будто бы какой-то шок такой, да, даже в их доминирующем вот этом грантососном лагере. Ну, то есть они самое такое, что я вижу, это вопросы. А як ви ставитесь до ідеї виборів? Типа, ну, мне так нравятся их такие заходы, типа, люди не пишут, да, там условный народный депутат Залезняк, он не пишет, что этих блядей надо менять. И что дальше, непонятно. То есть, а что дальше они планируют? Сдаваться? Или мы уже наново продолжим дохлотрон, но по-умному? Это такое не сканает. А сдаваться, нахуй нам для этого выбора еще ждать смертей людей? Пускай этот едет сдается, а потом выбирайтесь там сколько хотите. Давайте так вопрос поставим, это более... Давайте даже за это проголосуем, если надо. И я думаю, что голоса наберутся людей на самом деле. По чесноку, если. Да, ну это такое дело. Я, в общем, к чему, что пока что это выглядит так, будто бы какая-то самодеятельность Федорова, которую они даже боятся комментировать. Но я думаю, что это, наверное, не так. Очевидно, он, ну, вряд ли он такой дурак, хотя все возможно, да. Что такое сам там самодеятельностью занимается и такое исполняет. Наверное, там есть кто-то, какая-то договоренность, ну, как минимум в среде оппозиционной украинской, да, а может и больше, может и кто-то западный это поддерживает. Понятно, что эта конспирология всегда где-то витает, и насколько это конспирология. Прямым текстом президенту Зеленскому Дональд Трамп говорил о том, что выборы надо проводить. Мы выборы проводили, похуй, что типа на территории Америки не было войны, и ракетами ее не ебашили. Да, и они не были настолько разъебаны, в смысле настолько подвешены, как мы, потому что тут только чихни, одной ногой страна в могиле стоит. Тут типа, за каждый пикселечек выживания надо цепляться. За каждый пикселечек общественных настроений, при том, что еще будет зима, в которой будет холод, голод и срать в пакеты, да, это тоже, что как бы не надо забывать. То да, прямым текстом говорили, если говорить уже о таких более каких-то конспирологических вещах, то я где-то слышал, но я понимаю, что это довольно забавно, но тем не менее от Венедиктова слышал идею о том, что из «Эхо Моцы», да, слышал идею о том, что вот этот где-то визит должен быть, визиты двух трамповских евреев Стива Виткофа и Кушнера в Киев и Москву, вроде как на День Незалежности 24 числа. Что эти два визита, они связаны как раз с этим, с идеей погоды ты выборы. И он это сказал сильно заранее, да, я это слышал от Венедиктова где-то неделю назад. И вот как совпадает, в Украине, блядь, продвигается так активно тема выборов, причем человеком аффилированным с какими-то видными другими американскими евреями, там, из Палантиров и Илонов Масков и других, в общем, блядь, неприятных рептилоидов, которых, конечно, очень не хотелось бы видеть в Украине ни в каком виде и никогда вообще. Да, то
В общем, я к тому, что посмотрим, как будет развиваться следующая неделя в том плане, насколько эту идею они легализуют и поддержат вообще, да, идею проведения выборов. Ну, наверное, хотя бы в рамках вопросов они теперь больше этим будут задаваться. А выборы? А як ви ставитесь до идеи выборов? Там еще я почему-то это не отметил, хотя это, ну, это все связано с тем, что это охуенно нейросетевой хрюк был, да, Федорова. Это то, что там еще и самое главное, это то, что демократия не может быть в заложниках у Российской Федерации, да, то есть он там больше всего борется с тем тезисом, что Россия именно будет мешать проведением выборов. Хотя я считаю, ну, понятно, это не в его интересах это подсвечивать Федорова, хотя он это прекрасно понимает. Я думаю, что это последняя, да, это не ключевая проблема, это безопасность этих выборов, хотя это тоже проблема, да, потому что там, как это будет реализовано во время воздушных тревог, атак вот этих, как это будет реализовано в армии, как это будет реализовано за границей, учитывая, что там половина страны, нахуй, третья часть сидит за границей. А как это будет реализовано в России, да, учитывая, что, ну, вроде бы второе, может, третье место по беженцам, ну, очевидно, из-за оккупации в том числе, граждан Украины, да, занимает Россия. То есть граждане Украины сидят в РФ. Как они будут голосовать? Или мы просто проигнорируем голоса, типа, там, миллионов каких-то людей? Насколько тогда такие выборы легитимны? Ну, то есть это такие вопросы, на которые интересно было бы услышать ответы. Но даже это все, я думаю, не ключевое. Ключевое, конечно, это то, как политическая борьба активная разъебет нашу страну, насколько они, а очевидно это будет, потому что они ни перед чем не остановятся, потому что они очень хуцповатые и очень, очень жадные к власти, да. Ну и понятно, что такой самый хуцповатый и жадный победит, поэтому так играют все. Насколько они втянут в это в армию, да, и на что будет похож наш фронт, там офицерский состав, высшее командование после того, как там пройдет линия между ними уже фронта политического, да, как они после этого там собираются воевать, что после этого вообще будет с армией Украины, как вообще явлением. И, ну, в общем, да. Каждый скажет про 17-й год, ну, понятно, что это какой-то самый дикий сценарий, но очевидно, что какие-то левые интересы, кроме выполнения приказов внутри армии, они ей не могут пойти на пользу. Как ей не могут пойти на пользу медійні військові. Ну, це така понятная вещь. Да, то, в общем, будем посмотреть. Следующая неделя будет очень интригующая. Очевидно, что напор на Бу очень жесткий, да, потому что они уже анонсировали еще одни ролики, причем очевидно, что там какая-то медийная бимба несется, потому что там они как-то, смеясь над Гоями, рассуждают. Ну, очевидно, это вырвано из контекста, они цитируют там Папича, да, еще кого-то на тему того, что коррупцию надо не преодолевать, а ее надо оседлать и контролировать. Хихи-ха-ха, кто ж знал, что их записывают. Как их там так, блядь, их записывают? Где они так там, блядь, разговаривают? Потому что это пленки свежие, потому что эта посадка была недавно совершенно. Я не знаю, как они так беспечно относятся. Там просто 100-500 какой-то хуйни. Глушилки для прослушек там, блядь, то, сё. Не, им вообще похуй, они сидят вот так. Ну, понятно, что они обнаглели сильно. На самом деле, президент Зеленский, там вот об этом Федоров говорит, что да, воруют много, и надо, чтобы бабки шли правильно, а не неправильно. Надо, бля, пацаны, все чаще и чаще, после того, как я разобрал ноутбук и собрал, в нем стало отъебывать питание. Типа работает, работает и не работает. Секунды 2, потом опять работает. Блядь, ну почему так? Так вот, он говорит о том, что деньги должны там идти не только на коттеджи, машины. И интересно, что он упоминает на політичну боротьбу, да, потому что ключевое, куда уходят бабки коррупционные, они идут на политическую борьбу, конечно. И в этом цимис там борьбы так вообще, да, коррупции украинской. Так вот, да, он говорит, что это очень нехорошо, надо, чтобы деньги шли правильно, а не неправильно. Это очень мудро, как вот это мудро из офиса президента. Но если серьезно, то, блядь, я вот что не поеду в Киев, я охуеваю вот за время этой войны, типа там все дороже и дороже, блядь, автопарк. Я понимаю, что об этом много кто ныл, но, блядь, дороже и дороже, дороже и дороже. Почему ты, сука, тогда, ну, меньше надо воровать, реально, меньше надо воровать, на личные нужды меньше надо воровать было. Почему ты тогда, ты, гнида, ну чего ты тогда вместо там лишних, не знаю, сотни этих крузаков трехсотых и новых рейндж-роверов, почему ты тогда не скупил ломов и не объяснил людям, що це все НАБУ, САП, це все запроданцы, это все американские империалистские шпионы, их прихвостни, что они хотят нас принудить, не дай бог, договорняку и к тому, чтобы сдаться, и к выборам. Почему тогда он это не дожал и в итоге отказался и от идеи переподчинения НАБУ САП и снял Ермака, и сам себя потом, блядь, подорвал, уничтожил, и сейчас сидит тупо, блядь, с голой жопой.
Не, ну, конечно, со счетов списывать его не стоит, потому что он все еще там своих силовиков всех контролирует. Не знаю, насколько они с этим согласны, да, силовики, потому что мы такое уже видели тогда с Малюком, и вроде как какой-то идеей к Малюку какие-то провести действия, да, его как главы СБУ против керівництва специализованной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Но тем не менее, еще какие-то ресурсы у него есть. Но, наверное, для того, ну, все упирается в Запад, который не дает там президенту, наверное, этими ресурсами пользоваться. Может, надо не Запад, а Восток попробовать. Но, думаю, наверное, личных оскорблений именно Путин ему, наверное, не простит. Ну, в общем, вот такие, пацаны, дела, вот такие положники по этой линии. Я перечитаю еще, что я пропустил или нет. Да, ну тоже я еще обратил внимание на медийную реакцию именно офиса президента, как мне кажется, ну как провластные силы работают, да, это две вещи. Ну, конечно, самая мощная медийная реакция, ее можно вот цитатой из этих пленок описать, там, где они обсуждают переназначение, там они, да, в рамках этих пленок, кроме залога и того, как его провести, и того, как они пользуются национализированными банками, ну, понятно, что национализация это очень правильно, да. Ну, в общем, кроме этого, они еще обсуждают, как бы повлиять на наглядовую раду при Национальном антикоррупционном бюро, ну и, в общем, при антикоррупционных органах, и обсуждают тот вопрос, что если действующий глава специализированной антикоррупционной прокуратуры переизберется еще раз на 7 лет, то нам пизда будет, нам будет просто пизда. Ну, наверное, вот этим лучше всего охарактеризовать, конечно, ответ офиса президента, но меня реально убило, я до сих пор не могу прийти в себя с той хуйни, что когда на днях, короче, какой-то, киевский, блядь, бандит реальный, да, там, смотрящий за СИЗО, что-то там, где-то там, смотрящий за происходящим, важный бандит, который уже сбил когда-то насмерть ребенка, нахуй, на пешеходном переходе, ехал на БМВ, опять искал ребенка, и они на пустейшей дороге, да, на Красноармейской улице, на пустейшей дороге не поделили ее с еще одним БМВ и влетели в кафе. Вот, вроде бы никого не убили в кафе. И, блядь, меня больше всего поразило в этой хуйне это то, що вони созвали засідання екстрене вроді Ради національної безпеки і оборони, аби, типа, розібратися з ситуацією з ДТП, да? Это, блядь, ну это пиздец. Экстренное заседание РНБО с приводу ДТП. И самое смешное, что сегодня утром опять машина вылетела, блядь, в остановку. Вроде никого не убила. Но это пизда просто, когда, блядь, ну я даже не знаю, как это описать. Их ебут просто по-черному. Что они делают, блядь? Ну, это же, наверное, так и было, потому что кому, блядь, вообще в здравом уме придет идея собирать заседание РНБО с приводу ДТП, нахуй, на улице, да? Ну это же бред. Меньше воровать, чтобы было меньше люксовых тачек. Я думаю, вот это нормально может уменьшить количество ДТП. Блядь, и они, наверное, реально посидят, типа, нас так ебут, надо как-то медийно реагировать на вопросы. И это так смешно просто на фоне того, что людей убивают насмерть в ТЦК, по-настоящему забивают. Умерщвляют от самых примитивных болезней на БЗВП, да, просто без медицинской помощи, как скотину. Просто умерщвляют нахуй и все. При том, что пользы от этого никому. В том плане, что рекрута в армии они дополучают, люди просто умирают, армия несет медийные какие-то урон, да, репутационный. Это не заслуживает никакого заседания РНБО. Да, ну представьте, там, ну, убили кого-то в ТЦК, это серьезная вещь, потому что это же державная институция, это не ДТП, которое произошло и с державой никак не связано напрямую. Это, блядь, типа в ваших руках. Не, это как бы ни в коем случае. Но ДТП, бля, это просто в голове не укладывается. Какой дебил решил там, ну, блядь, кончились бабки Ермака. Какой дебил решил вообще суммарно, что это крутая идея? Ну, может, это там лично в РНБО аппарате решили, что это крутая идея, я не знаю. Ну, в общем, это очень тупо было. Это очень тупо и очень смешно на фоне того, типа, что происходит у них в жизни, что у них там уже требуют выборы, блядь. Да, ну, в общем, это пиздец. Это если казати про реакцію влади і інших провладних структур. Кстати, про провладні структури, ебать, всплыл, короче, цей, блядь. Всплыл комик, которого я уважаю как комика, Притула. Мы долго обсуждали, почему молчит Притула на тему карткового Майдана. Потому что Притула апешный полностью. Он сидит с апешными клоунами там везде. Короче, он сегодня поздравлял с назначением Хмару, нового министра обороны, что, мол, так и так, перед вами тяжелые вызовы. Да, вызовы перед ним реально не самые легкие именно в политическом смысле. Не знаю, что там как по линии Министерства обороны. Кстати, если еще говорить про какой-то, это можно туда отнести к какому-то их демедж-контролу, это то, що вийшов якийсь народний депутат від «Слуги урода» в телевизор и сказал, что бусификация у проблемы, она уже решена. Только вопрос, когда подпишут. Бусификации не будет, больше не будет сделан упор на рекрутинг. Будет, блядь, безумно смешно, если бы они эту стратегию взяли, типа, за основу
и как какое-то свое главное политическое оружие они везде ходили, ну и сам президент, и говорили, что типа: "Все, мы останавливаем бусификацию. Больше бусификации не будет". Новый министр обороны пообещал разобраться, бусификации конец. Это заканчивается, теперь мы только на рекрутинге. Это никогда не случится, но это было бы так, блядь, смешно бы, это прям пиздец было бы. Санье в глаза прям высочайшего уровня. Ну, в общем, да. Да, до речі, кстати, если говорить про упоминание посаженного, репрессированного за свою ну, на самом деле, все эти народные депутаты, Дубинский, Шевченко там и другие, они были все репрессированы по политическим причинам. Они до этого никого не интересовали, ни их бизнес-темы, ни их там коррупционные темы, да. При том, что каждый в украинской политике вор и коррупционер. Здесь презумпция виновности работает, да, каждый. Возможно, есть какие-то исключения святые, да, но презумпция виновности здесь работает. Но проблемы с законом и посадка в тюрьму, да, пытки и так далее начались у них сразу после того, как они не согласились с курсом власти. Так вот, я хотел сказать не за Дубинского, но за Шевченко. Я просто какого-то твиттерского клоуна вынули, который, когда садили Шевченко, упоминал почему-то про выборы. Вот, а сейчас он сам выборы поддерживает. Да, там он писал, что все, кто за выборы, это скотина ебаная, пророссийская там и так далее, хотят разрушить Украину, разорвать Украину от выборов. И на Украине и так, блядь, да, но выборы лучше не сделают, это факт. Да, при том еще, если это обе как бы выборы, обе белые, обе ориентированы на продолжение Дахлотрона, да. А если не ориентированы, то давайте сразу сначала сдайтесь, ну, сохраним больше людей, а потом уже вы без армии будете сидеть и друг друга выбирать, как я сказал. Так вот, что даже безопаснее будет значительно, очевидно. Так вот, да, я хотел сказать про нардепа Шевченка, якого репресував президент Зеленский, ну, Ермак на тот момент посадил в тюрьму за то, что тот хотел мира. Он не был за выборы, он как раз тезисы о, типа, проблемности выборов признавал и выборов не требовал, он требовал мира, да. И это было легально, и это правильно, и это то, что нужно и сейчас, очевидно. Просто мир это тут сложное, очень болезненное решение, и не знаю, кому из них хватит на него мужества, наверное, никому, да. И нет никаких гарантий, что даже тот, кто обещает мир, положим, на выборах кто-то будет обещать мир. Например, как Гончаренко сегодня с трибуны парламента говорил о том, что люди нихуя не хотят, им нихуя не интересно из того, что вы рассказываете, они хотят только мира. И это правда, очевидно, что им это сейчас все по боку, когда жрать нехуй и какать в пакетик придется. Конечно, им больше интересен мир. Нет никаких гарантий, что ему хватит мужества потом, да, сдаваться. Абсолютно. Он придет и тоже заразится там движухой и, ну, и всем прочим, что мы уже видели таким. Ну, вы сами понимаете, какими явлениями, как говорил этот самый бывший глава Ради національної безпеки и обороны Данилов. Будем ебашиться, будем ебашить. Сейчас он сидит в Молдове, кушает, там пьет вино молдавское, и всё, молдавское, все у него классно. Ну, в общем, вот так. В общем, это будто бы вот так. Ну, еще если добавить чего-то в конспирологию, это то, что сегодня в Хорватии взяли еще одного подозреваемого, ну, вероятно, подрывателя реального северных потоков. В Хорватии немецкая полиция. При том, что это очень круто, учитывая, что его несколько раз, уже 2 раза пытались взять. Первый раз его пытались взять по ордеру в Польше. Польша сказала, что это легальный военный объект, да, военная цель легальная, легитимная, Северные потоки. И машина военного атташе украинского вывезла назад в Украину этого подрывателя. Второй раз, ну, я там эти как-то истории путаю, или его из другой страны вывезли, а когда перед этим Польше подали запрос, он сам вернулся в Украину. И ключевое, как он, блядь, оказался в Хорватии снова. Что этих людей, ну, если ты подозреваешься в преступлениях, тебя разыскивают в Европе. Нахуя ты едешь в Европу? Не знаю, может, его вывезли туда, что как будто бы больше похоже на правду. Ну, тут тоже, да, дополнить как-то конспирологию. Давление Запада на украинскую владу с целью выборов. Честно говоря, для меня это довольно сложная материя и выглядит скорее как либо что-то связанное с США, потому что их интерес, опять-таки, прямо был артикулирован в выборах, и он где-то лежит по линии разрядки, договорняка, духа Анкориджа, где-то в тех плоскостях, да. Потому что это вот эта связанная вселенная. Но если это рассматривать как что-то связанное с Європейським Союзом, я не знаю, який їм інтерес в виборах, учитывая, що президента Зеленського вони цілком контролюють закінчення війни, вони не хочуть зовсім, да. Ну, такой, который сейчас только возможен, да.
Поэтому в этом плане это все противоречиво и сложно, и непонятно, откуда и кто за этим стоит из каких-то более глобальных сил, потому что слабо верится, что это их низовая опозиційна ініціатива, учитывая, что если ее не підтримає Захід, то нихуя не будет, да, не будет никаких ни выборов, ничего. Ну, в общем-то, да, интересно. Ну, это я писал, мы уже обсуждали, ТЦКшник в Одессе отпиздил ребенка. Ну, в общем, и все, друзья. На этом мы закончили с обсуждениями этих самых важных на сегодня вещей. Ну, как всегда, размыто, расплывчато, потому что я уже вчера кому-то в войсах, да, уже какие-то часть своих мыслей рассказал, а их потом никогда невозможно собрать докупи, нормально пересказать. Но я думаю, что основную идею вы какую-то уловили, да. Я знаю, что я ничего не знаю и что я ни в чем не уверен. Я вам даже больше скажу, да, природа политики такая, что никто не знает нихуя, да, не знает, как будет и как ляжет карта. Ну, в общем, вот, если бы все знали, ебать, где бы мы были, пацаны?